Короче, сегодня у нас Е36, 318 и кабриолет. Будем менять салонный фильтр. Я думаю, он полностью сгнил там уже, потому что появляется влага в машине и начинает гнить весь салон. Хотя он кожаный, появляется грибок. Кондиционера у нас нету, поэтому у нас салонный фильтр находится под капотом автомобиля. А если он у вас с кондиционером, то он будет находиться под бардачком. Находится он в том месте. Для этого нам надо снять, как я понимаю, дворник, снять вот эту всю панель, снять вот эти хомутики, отцепить, открутить. И заранее надо снять батарею. У меня нету, потому что так, да, пока снял на время. Подковыриваем у дворника колпачочек, гайка на 13. Откручиваем, только смотрим, чтобы, видите, как он стоял на данный момент, чтобы был параллельно этой линии, то потом капот закрываться не будет. Снимаем дворник. Вот снимаем и дворник, снимается он, оказывается, очень просто. Видите, там зубчики такие есть. Вот зубчики такие специальные. Ну, надо помотать туда-сюда, и вот так вот. Таким движением вытаскивается полностью. Вот, он больше нам не нужен. Далее снимаем вот эту панельку, получается, всю. Резиночку подвинуть надо будет. Снимаем вот эти вот все такие крышечки, можно сказать. Под минус идут, просто откручиваются против часовой стрелки и все. Далее отрезаем вот эти вот хомутики, чтобы ее можно было оттащить как можно дальше, чтобы они нам не мешали. Здесь один, и там один, и там еще второй где-то должен быть. Кстати, не 4, а 6. Еще сверху, тогда не заметил. Просто далее тянем мы вот эту платформу на себя, и она поднимается вот под резиночки. Вон наши полумесяца стоят вот правый, а там он левый. И смотрятся они по ходу движения, а не так, как мы с вами сейчас на него смотрим. Вот, нам надо до него добраться. Это мы снимаем самый верх. Это вот эту вот решеточку. И откручиваем вот эти вот болтики, чтобы вытащить вот эту всю систему, чтобы нам не мешало спереди. Как бы дворник тут тоже надо снять, но я решил пока оставить, посмотреть, может так получится, не разбирая его, все снять. Ну вот, я сделал немножко иначе, я решил не откручивать дворник, потому что оно и так особо поднимается, в принципе, это достать можно будет. Вот открутили вот тут один болт. Тут под ним как раз чуть ниже, вон. Откручиваем и поднимаем эту штуку наверх. Ну вот, в принципе, как вы открутили вот эти шурупчики или болтики, то ее просто нужно вытягивать чуть-чуть наверх и чуть-чуть на себя, и тогда она вот вылетит и будет довольно много места. Вот. Смотрите, сколько там грязи внутри. Нужно обязательно все пропылесосить будет. И вот, сейчас откроем, посмотрим, что там внутри у нас находится. Это нам не надо пока. Справа будет немножко геморройнее, потому что тут дворники, система всякая. Так выглядит, кстати, будто у меня вообще там фильтра нету. Интересненько. Вентилятор вижу, а фильтра нету. У меня вообще нету фильтра, бля, прикиньте. Да ладно, не может быть. Как оказалось, у меня в салоне, в машине вообще фильтра не было. Но я и думаю, почему ко мне всегда обычно залетают всякие вот такие вот штуки в машине, когда я обычно езжу или там. У меня вообще не было фильтров ни одного, ни с какой стороны. Вы прикиньте, как меня кинули, да? Придется заказывать фильтры, вставлять, а там уже будем смотреть. На место, кстати, с этой стороны обогрев. Тут печка сама, вон, видите. С другой стороны работает сам вентилятор. Типа так, да. Но пока на этом можно закончить. Сегодня будет. Буквально вчера со стороны Сахары принесло песок, и поэтому моя машина теперь полностью в песке, как вы видите, да? Вот. И мне пришлось это все закрыть, потому что я знал, что будет дожди, а то, что будет такое, я вообще не ожидал. Поэтому повезло. На фильтр не должно было накапать. Так вот, мы продолжаем. Я купил себе нормальный фильтр, уже салонный. И вот, на полумесяцах нанесены R и L. Типа как правый и левый. Но правый не то, что с той стороны, а он идет как бы по ходу движения. Значит, правый будет значительно с левой стороны от нас сейчас. Вот.
Кстати, как я тогда показывал, помните, когда я хотел достать фильтры, у меня их не было. Это может быть из-за того, что прошлый владелец их снял для того, чтобы не было дополнительной нагрузки. А если она есть, в связи вот этих вот салонных фильтров, то есть возможность того, что не будет хватать воздушного потока для отпотевания самого лобового стекла. Поэтому дешевле снять салонный фильтр, чем отремонтировать сам моторчик, который находится вон там. Будем засовывать этот, получается, мы не разбираем, а левый мы будем разбирать, потому что, как вы сами знаете, там уже особо так и не просунешь. Ну вот, значит, снимаем вот этот вот правый. Вот это правый. По размеру я не знаю, подойдет он или нет, но походу... Хотя, может, и подойдет. Этот, как я понял, никуда не засовывается. Но, по-моему, когда вставляешь фильтры, нам вот эти полумесяца уже не нужны. Вот эта сама типа заходит в колею, вон в ту боковую, как вы видите. И далее там она защелкивается, и в принципе все. В колею засуну, вроде. А, ну вот я его поставил, вот он. Получается, одет, все по красоте. Колея одета, не ходит, не прыгает, не дергается. Как видите, все отлично стоит. Вот это, получается, насадочка нам не нужна. Она же как бы есть тут. А вот с этим будет геморройно, потому что тут будет мешать вот эта штука. Это нам тоже не надо. Снять-то я снял, а засунуть-то я не засуну. В этом и будет вся проблема. Обязательно пропылесосьте там внутри. Максимум могу откуда засунуть, так вот это отсюда. Как бы места у меня особо больше нету. Ну-ка, сейчас попробуем. Вот, видите, тут маркировка L, это получается, он становится на левую сторону по ходу движения. Как я понял, его, значит, надо разобрать, потому что он иначе не залезет. Так, мне интересно, как я его там соберу потом. Особенно вон там внутри, куда руки не пролазят. Ладно, начнем. Уже испачкал, вон, смотрите. Ладно, начнем с тяжелого момента. Да, это будет непросто. Я, короче, сейчас пробую открутить вот эту панельку, чтобы снять вот эту всю, которая, возможно, мешает. Вот. Короче, мягко говоря, импровизирую. Так, где это должно болтаться? Окей, отлично, значит, эту теперь можно достать. Полностью. Если она больше нигде не прикручена. Вот так вот, отлично. Смотрите, уже все гниет, ржавеет и так далее. Вот, кстати, она держится на вот этих трех болтах. Че дальше? Так. Так, отлично. О! Смотрите, как идеально он зашел туда. Так, это надо подпереть опять. Так, отлично, он более-менее встал. Сейчас главное одеть вот эту вот. Как бы ее только одеть через неудобное пространство такое. Иди сюда. Ага, он должен быть, значит, вот так. Потому что там идет защелка, которая типа его защищает от всякой грязи и так далее. Так. Да, геморройненько, конечно. Это все. Короче, с горем пополам я его более-менее как-то умудрился одеть. Вот. Теперь самое главное попасть в ту фазу, которая там сбоку внизу идет. О, по-моему, попал. И далее мы защелкиваем вот это все добро. И прижимаем сам наш полумесяц. Ну, конечно, он не так прилегает, как хотелось бы, я думаю. Да, видите, он плохо одел.
А не до конца, вон, видите, не зажало. Ну ладно, сейчас попробуем. Так, вот я застегнул. Крутим дальше его. Так, этот вроде залез. А, как рука затекает, левое плечо, пипец, блин. Ну, вроде все, вроде нормально. Разворачиваем его. Так. Поворачиваем. Засовываем его в ножку туда специально. Внизу, которая там находится. Дальше втыкаем. Походу не попал. Вот, отлично. Сейчас вроде попал. Сколько мне понадобилось? Ну, минут 10, наверное. Меньше даже. Ну вот, короче, левый стоит отлично. И правый тоже стоит отлично. Вот. Ну, я думаю, что то, что тут дырочка небольшая, это нормально. Потому что, как вы видели, и фазы сами все одеты везде. И сами зажигалки тоже. Поэтому, может, это должно так быть, но я думаю, особо ничего не повредит, потому что у нас вообще их до этого не было. Были просто вон те открытые штуки, поэтому, думаю, хуже от этого не будет. Если что, как разбирать, уже знаем. Но собираем тоже в обратном порядке. Прикручиваем эту и так далее. Ну, прежде чем мы начинаем собирать, я думаю, можно сразу завести саму стрипсу, чтобы потом уже не мучиться с ней, чтобы было легче это сделать сразу. Как вы видите, это тоже все не очень просто. Вот. Стрипсу можно пока закрыть. Затянем. Потом уже, как все оденем на место. Так, далее. Далее у нас вот эта штучка была. Так. Так, главное засунуть ее сейчас в фазы, в которые она была. Либо можно сразу закрутить. Вот, видите, она встала тут на место. Там тоже вон она, видите, внизу держит этой металлической опорой. Так, это все хорошо. Далее закручиваем вот. Ну, в принципе, дальше самое легкое. Но соберем мы таки быть вместе. Покажу вам, что да как. Далее закручиваются вот эти вот саморезы. Так, ну сильно не закручиваем, чтобы не срывало, а так как бы до конца и буквально чуть-чуть совсем. Вот. Этот стоит на месте. Тут у меня что-то не попало. И вот тут он тоже должен зайти вот в эту металлическую емку, короче. Вот. Ну, начнем сразу с верхнего. Это у нас, по-моему, на 9 было, если я не ошибаюсь. Нет, это было на 7. Это мы специальные пневмодержатели. Вот это вот. Я купил новые, кстати, вот они лежат. Тоже поменяем сегодня. Вот сейчас будет трудно, потому что все будет валиться. Потому что они у меня вообще не магнитятся. Поэтому тут попытка всего одна. Но это все зажмется попозже. Надо сначала насадить все по красоте, чтобы было. Далее идет вот этот вот. Верхний, который. Самый тяжелый это вон тот где-то там будет, а я точно не знаю, где он находится. Не вижу. А, вот вижу. Магнитики я положу на всякий случай сюда. Мало ли, что-то свалится. Блин, если бы я видел, куда там, что и как. А вот вижу, отлично. Ой. Ну все, потерял, как обычно, бля. А вон он лежит, надо доставать магнитик. Так и знал. Плохо, когда сет не магнитится, поэтому и приходится все делать раз по 10 или по 50, потому что все падает. Где ты там увалился? Опа. Попробую так насадить, может. Пальцами накручу.
Ну, закручиваем не до конца, чтобы не прокручивало, чтобы не сорвало. Так, типа, до конца и еще немножко буквально хватит. Теперь наш этот третий или первый. Дальше зажимаем нашу стрипсу. Там внутри ничего не осталось. Главное, чтобы смотрите там, чтобы это не зажать какой-то кабелек лишний. Дальше стрипсой. Ой, блядь, что это за стрипсы такие? Что это за говнострипса, блядь, такая ужасная? Смотрите, отламывается, короче, все. Да, и вот сейчас мне больше геморроя, потому что ничего не сладит. Ну, стрипсы можно и в конце, в принципе, одеть, как видите. Не все так трудно, как казалось бы. Да что это за херня такая? Говняные стрипсы какие-то, вы видите, да? И как обычно, вот, как вы заметили, 10-секундная работа превращается чуть ли не в час. Ну, это так, грубо говоря, но я думаю, вы понимаете, о чем я. Думаю, каждый с таким сталкивался. Да в натуре, что за херня? Нормально же стрипсы, что они ломаются так? Как будто их там что-то откусывают. Короче, так оставлю. Шутки с огнем плохи. Каша держит. Так, далее, чё? Далее, чё? Ну, возвращаемся на свои места. Грязный весь, бля. Вставляем на место все. Одеваем по красоте резиночку, чтобы все как было. Все профессионально. Чтобы было все на месте. Вот так вот. Резиночка, чтобы одета была тоже до конца по красоте. Вот это тоже, вот это тоже. Это все стоит, как видите. Нормально не болтается. Я просто сильно поболтал. BMW 318 и E36 кабриолет. 4 цилиндра, крыша, полуавтомат, сама механика. Тоже вот новенький поставил. Ну как новенький. Будем надеяться, что работает. Я еще не заводил. Сейчас, короче, все поставим, потом заведем и офигеем. Так, это... Берем наш любимый дворник, который очень чистый. Вставляем. Главное подобрать тот же угол, который был до этого, а то у меня не будет все закрываться. Но я как понимаю, можно и самой гайкой его дожать. Ну, в принципе, по-моему, так и было. Ну, очень сильно затягивать не буду, если что, потом переделаем. В принципе, вот. Все. На этом все готово.